Всем огромный привет! Без специй и их ароматов, которые они дарят обычным продуктам, жизнь пресная и скучная. Сегодня приготовим домашний вариант прованских и итальянских трав. Если у вас есть возможность собрать большую часть их компонентов, то это видео точно для вас. Значит, две емкости пустых я подготовила. Одна для прованских, другая для итальянских трав. Теперь вот слева у меня баночки я тоже уже подписала, сухие, чистые, подготовила. Слева от меня это основа, которая входит в состав как прованских, так и итальянских трав. Я потом подробно все остановлюсь. А справа вот 3 баночки вверху и 3 внизу. Это те компоненты, которыми они отличаются друг от друга. Если у вас есть возможность большую часть или хотя бы половину вот этих всех специй собрать, то на год со специями вы сами себя обеспечите. Орегано. Тут у меня вместе с цветочками. Это я покупала на рынке у бабушки. Кто не знает, это материнка. Еще можно ее приобрести дешевле, чем когда мы покупаем в специях ее. Это в аптеке продается. Тимьян или чебрец по-другому. Тоже растет повсеместно, на канале есть видео, оставлю ссылки в инфобоксе. Все компоненты я беру в равных количествах, по 2 чайных ложки. Если вам нужно большее количество трав, например, тогда берите по 3, по 4 чайных ложки. Третья составляющая основы — это розмарин. В начале видео вы видели веточку розмарина, это ампельная форма розмарина, она прекрасно уже себя чувствует у меня на подоконнике лет 5, наверное, точно. По 2 чайных ложки, хотя в некоторых инструкциях указывается, что в прованских травах должно быть 50% розмарина. Так как мы всего добавляем по 2 чайных ложки, можете добавить в прованские травы 1 чайную ложку. Я добавляю равное количество. Дальше базилик. Базилик у меня тоже вырос на огороде. Собрала, высушила. Вот есть. И дальше майоран и чабер. Тоже по 2 чайных ложки. Майоран и чабер я не собрала. Раньше когда-то майоран я благополучно из семян выращивала на подоконнике. Он у меня рос, но не было у меня этот год его. Пришлось покупать. Вот из этого всего состава, основа уже для прованских и для итальянских трав готова. Из этого всего состава всех специй я купила всего-навсего только майоран и чабер. Вот этих 2 баночек. А да, орегано это я тоже покупала у бабушки. Вот. Если у вас большую часть вот из этого всего или хотя бы половину вы можете насушить или собрать самостоятельно, вы смотрите, тогда, конечно же, стоит приготовить свои домашние специи. Теперь прованские травы. К этой основе добавляем мята, шалфей и тархун или эстрагон. Тархун и шалфей я выращивала из семян, это многолетние растения, тоже прекрасно себя чувствует на участке. Мята, думаю, у большинства людей тоже имеется на участке. Тоже все добавляю по 2 чайных ложечки. И шалфей тоже 2 чайных ложки. Эстрагон и тархун тоже. Эстрагон или другое название тархун. Тоже многолетнее растение. В свежем виде, в сезон, например, тоже вот большинство из этих
пряных трав можно купить и дешевле на рынке, когда в сезон. Высушить и собрать. Все. Прованские травы уже готовы мои. Осталось только все смешать и высыпать в баночку. Дальше итальянские травы. Это зеленый лук, 2 чайных ложки. Тоже на канале есть видео, как его легко и просто высушить. Чеснок сухой. Точно так же это мой домашний чеснок. Вот видите, он не комкуется. Прекрасный чесночный порошок. Легко и просто тоже можно приготовить дома. Ссылки и подсказки я оставлю, как это все я готовила. По 2 чайных ложки и петрушка. Точно так же. Петрушка. По 2 чайных ложки. Все смешиваем. Конечно же, этой порции мне будет мало. Раз я уже все баночки все подоставала сюда, то я буду готовить так, чтобы вот такая баночка полная мне на полгода или на год, не знаю, насколько мне ее будет достаточно. Тут где-то грамм 400 в этой баночке. Поэтому я буду дополнительно готовить еще по одной порции. Храню все в чистой сухой баночке, плотно закрываю крышками. Вот пол баночки, это грамм где-то около 200, наверное, да, стакан этих трав получилось. С первого виду кажется, что ой, это так сложно, так много компонентов, много составляющих. Но если так подумать, что большую часть петрушка, чеснок, например, у нас и тимьян растет, и базилик можно вырастить, некоторые можно купить и дешевле, то это не так уж и сложно, чтобы приготовить домашние варианты специй прованских и итальянских трав, которые будут вам дарить свой приятный аромат на протяжении долгого времени. Друзья, если вам было интересны мои видео, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки, подписывайтесь на мой канал, кто не подписался, нажимайте на колокольчик, если хотите быть в курсе моих новых интересных видео. А мне остается надеяться, что мое видео было для вас полезным и интересным, чему я буду только рада. Всем пока, всем до новых встреч!